Добрый день, дорогие тельцы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на август 2024 года. Да, дорогие, если вы смотрели большое видео «Лето надежд», то вы прекрасно понимаете, о чем я буду сейчас говорить. Кто не смотрел, в конце видео обязательно прикреплю этот ролик. Хотите, посмотрите, сверьтесь, как у вас было, как прошло, совладали вы со всей той мощной энергией, которая была у нас на небе. Если же не смотрели, сейчас буду рассказывать точечно про август, объемно, масштабно, специально записываю пораньше, для того, чтобы у вас было хотя бы 2 недельки, для того, чтобы сориентироваться к событиям и энергиям будущего. Ну что, ребят, собираемся и слушаем. Итак, у нас в конце июля складывается один из сложных аспектов, который будет очень сильно влиять на вас, дорогие тельцы. И здесь, конечно же, это у нас Венера в квадратуре с Ураном. Да? Венера является вашим единственным управителем, поэтому вы будете здесь четко понимать и ощущать всю эту историю, всю эту энергию. Поэтому да, Венера у нас отвечает за внешний вид, за нашу красоту, эстетику, за то, какие навыки мы применяем в работе для того, чтобы нам эта работа нравилась. Венера отвечает за любовь, Венера отвечает за наши отношения с деньгами, за наши отношения и за наши отношения с деньгами, да, как мы их тратим, как мы ими распоряжаемся, да, потому что финансы – это наши ресурсы, я надеюсь, вы этого не отрицаете, да. Один из наших ресурсов, такие точно так же, как наши навыки, как наша внешность, как наше умение себя показать, преподнести для того, чтобы повысить наш социальный статус и репутацию в том числе. Итак, да, этот аспект складывается с конца июля и действует первую неделю августа. Да, дорогие тельцы, здесь будет немножко сложновато, для кого-то будет очень сложновато, потому что вообще, в принципе, Уран сейчас катится по всем тельцам третьей декады и очень сильно там шалит. Те тельцы, у кого в натальной карте Уран неактивный или не сильный, или гармоничный, вам реально сложно, да, то есть те тельцы, как понять, к какой декаде вы относитесь. Если вы родились в апреле, да, то вы телец первой декады. И если вы родились с 1 по 10 мая, то вы телец второй декады. Если вы родились с 11 мая и до знака зодиака Близнецы, то вы телец третьей декады. Итак, смотрим. Тельцы третьей декады сейчас реально понимают, как им сложновато по жизни. Уран идет по вашему знаку, и это последний месяц, когда он идет в директном положении. Поэтому, да, дорогие, все, что связано с Ураном в вашей натальной карте, управителем какого дома он является, в каком доме он стоит. Но Уран вообще, в принципе, отвечает у всех без исключения за работу и за будущее, за общение с друзьями в том числе, да. И здесь, конечно же, у кого-то еще он в других домах расположен, и там наводит порядок регулярно, да. И здесь, конечно же, понимаете, что все те истории, которые будут с вами происходить в августе, они автоматически, но уже на более сложных историях продолжатся в сентябре, потому что 2 сентября Уран разворачивается в ретроградное движение, и все, что недоделано с Ураном, будет идти, но уже не в таком более играющем тоне, я бы так сказала, будет сложнее чуточку, да. Кто такой Уран? Уран — это планета свободы, которая хочет нас спасти, убрать с нас все любые ограничения, то есть хочется сделать по-своему, вопреки всем правилам, законам и запретам. Не всегда это бывает в плюс, не все с этой энергией могут совладать, потому что даже хайповать на Уране кто-то может, кто-то не может. И здесь просто история того, что зависит от того, кому какой результат нравится. Но телец все-таки относится к традиционным более знакам зодиака, который не очень любит вот этот оголделый эффект, я бы так сказала, Урана. И здесь, конечно же, у тельцов всегда наступает вот такой взгляд и ощущение, что это вообще что было, почему так случилось, неужели нельзя по-нормальному, да? Имеете право, дорогие тельцы, потому что у вас все-таки свой подход по жизни. И здесь
Первую неделю августа будет сложновато. Сложновато будет с финансами, сложновато будет в отношениях, сложновато будет с проявлением себя на работе. Захочется как-то вот так нестандартно, но сложно будет соединить в себе эти мысли. Поэтому здесь постарайтесь быть как можно более традиционными, конечно, там, где вы можете быть, да, но при этом все-таки захочется выйти за рамки. Возможно, получится поскандалить, потратить деньги, ну то есть сделать все, лишь бы только вот не как обычно, да. Здесь просто понимаете, что эта история пройдет, и потом уже не будет такой эмоции, такой энергии, да? Потому что все любые манипуляции с внешним видом, с красотой, они будут так себе, потому что все-таки Венера, Уран – это история, никогда нужно идти к косметологу, делать что-то красивое со своим внешним видом, вообще нет. Здесь желательно лучше подобрать другой момент и на гармоничном аспекте сделать себе какие-нибудь внешние изменения для того, чтобы они потом вам понравились. Да? На Венере, Уран внешние изменения, как правило, не нравятся. Ну, можете как что-то простое перекрасить себе волосы в какой-нибудь цвет, да, краска, которая быстро смоется, да, вот если захочется, да. Конечно, захочется экстраординарно проявить себя в отношениях, либо сказать: все, я устал, я ухожу. Постарайтесь лучше внести нечто новое в отношения для того, чтобы их не разрушить, потому что аспект ненадолго, и через неделю он развалится, ребят. Он вообще уже, вторая неделя августа, его уже в принципе не будет, да, поэтому здесь постарайтесь аккуратнее. Итак, 4 августа у нас, ребят, на небе новолуние во Льве. День приятный, гармоничный, теплый, хороший, но здесь максимально, я бы так сказала, еще Венера, Уран. Старайтесь не скандалить, конечно же, некоторые мысли и ощущения будут вам казаться, что все это вокруг спектакль, все и не так есть на самом деле, но иногда на самом деле нам очень много кажется, что это не так, проходит время, и нам кажется, что это было какое-то наваждение, что на нас нашло. Поэтому не критично. Сложные моменты начинаются чуточку позже, с 5 августа и по 28 у нас на небе ретроградный Меркурий. Да, ребят, и здесь история того, что целый месяц нужно быть аккуратными в том, что мы говорим, делаем, собственно, ни на что мы даже тратим свои деньги, потому что здесь даже есть период, этот ретромерк, но он такой, я бы сказала, не от ретроградного Меркурия в этом месяце зависит вся сложность, да, у нас ретромерка с 5 по 14 августа у нас в Деве, это прекрасное время для вас, дорогие тельцы, особенно тельцы, в принципе, и 2 и 3 декады вам будет хорошо на этом аспекте, вы будете ощущать себя нормально, будет такая усидчивость, да, придется перепроверять свою работу, быть внимательным, ответственным, но, по крайней мере, будет энергия ощущения на это, да. А вот с 15 по 28 августа здесь, конечно же, Меркурий перейдет в знак Льва, а это уже такая ораторская деятельность, деятельность на публику, когда нас очень легко вывести из себя, когда нас можно, как говорится, развести наспор. И здесь будьте аккуратны в том, что вы делаете, в том, что вы говорите, да, потому что будет момент своими речами испортить себе репутацию в том числе. Поэтому здесь история того, что если вы четко уверены в своих действиях, они у вас спланированы, понимаете, что эта история может получиться не совсем такой, какой вы ее задумывали. Поэтому, да, период ретроградного Меркурия у нас будет вот такой. Первая его половина с 5 по 14 более такая заземленная, усидчивая деятельность. Мы можем проверять, учиться, заниматься, все что угодно делать, да. И договоры, и поставки, и доставки, все это будет работать. Но с 15 по 28 августа этот момент уже более яркий, более активный, более взрывной. И здесь терпения уже не будет столько, да. То есть, если вы, конечно, такой огненный телец, я бы сказала, ну, например, у вас Солнце в Тельце, но в каком-нибудь первом доме, да, тогда вы более активны, да, или же у вас, например, Солнце Тельцовское в 11 доме, и вы такой весь постоянно на движнике, вы вроде как телец, но вы чувствуете такую свободу и легкость, и здесь водолейская энергия будет вас только забавлять, двигать вас по жизни, тогда вы по жизни вообще такой легкий человек на подъем, и вы не совсем такой телец-телец, то есть обстоятельства вот этого 11 водолейского дома заставляют вас быть то здесь, то там.
и тогда вот эта вот тельцовская энергия, она немножко вот так воздухом размывается, да, и тогда вы можете про себя сказать: да я не совсем такой уж и телец по жизни, я вот, во мне как бы такое чувство свободы есть и легкости, да, и это на самом деле зависит от индивидуальных показателей в каждой отдельной натальной карте, ребята, да, как вы сможете прожить эти сложные периоды, ну, которые еще будут. Поэтому, если у вас есть свой вопрос, оставляйте в комментариях под этим видео, обязательно, с датой, с временем и местом вашего рождения, ну и вопрос, ребят, потому что на планете 700-800 миллионов тельцов, все разного времени, даты, места рождения, разного возраста, все разного уровня выживания, да, у всех разный набор в натальных карте из планет, да. И здесь история того, что, ну, просто сопротивляемость проблемам у всех разная, да. И здесь не зависит от того, хороший мы человек или плохой мы человек, да. Нет, здесь просто уровень сложности жизни у каждого отдельного тельца. Поэтому, да, плюсом ретроградный Меркурий у нас складывается с такими сложными аспектами. Когда ретроградный Меркурий, я считаю, это вообще не проблема. На самом-то деле, да, гром гремит. Ребят, с 14 августа у нас и до конца месяца складывается такой очень, я бы сказала, сложный аспект. И вы, дорогие тельцы, поймете, о чем я говорю. Это Венера в оппозиции с Сатурном. Опять Венера, ваш управитель, в оппозиции с Сатурном. Я бы могла сказать, что это будет очень сложный момент для вас, но, тем не менее, этот сложный момент повлияет на вас хорошо. Да, Венера в оппозиции с Сатурном, это про что? Венера отвечает за внешний вид, за красоту, за деньги, за наши отношения, за наши таланты, качества, навыки, как мы это в себе любим, как мы это в себе применяем, принимаем и как мы это применяем в своей жизни для того, чтобы выбирать работу, которая нам нравится, работать на той работе и зарабатывать с помощью тех навыков, которые нам нравятся. Да? Сатурн же означает ограничение по всему тому, что связано с Венерой. То есть ограничения в отношениях, в любви, в финансах, возможно, в работе. На самом-то деле здесь еще такой есть небольшой кот в мешке. У нас складывается еще Венера в оппозиции с Сатурном, и плюс здесь еще Юпитер в соединении с Марсом в квадратуре к этому аспекту. О чем это вообще такая мощная история? Это мощная история о том, что, во-первых, в финансах, да, немножко будет остановка. Для того, чтобы заработать, нужно приложить больше сил. Это история того, что, в принципе, Венера в этот момент будет в Деве, и реально в этот момент времени начать учиться чему-то новому. Причем еще и ретроградный Меркурий. На ретроградном Меркурии я вообще всегда говорю делать то, что раньше не получалось. Вот хотели вы, я не знаю, освоить высшую математику. Вы очень любите математику, но только у вас не хватало на это терпения. Так вот, начинайте. С 14 августа дерзайте делать все то сложное, что вы откладывали в долгий ящик. Хотели чему-то научиться, хотели выработать в себе любовь к спорту, привить себе полезные привычки и отказаться от вредных привычек. Да? Это прекрасное для этого время, для того, чтобы уйти в созидание, для того, чтобы на пользу для своего тела, организма, внешнего вида. Ну даже кто-то там, я не знаю, хотел каждое утро начать делать массаж лица. Прекрасно. Кто-то просто хотел записаться на массаж. Вы давно не были. Прекрасно, сходите, запишитесь. Потому что этот период на самом-то деле для многих знаков зодиака не такой благоприятный будет, как для вас. А для вас это тот хороший момент, чтобы скомпенсировать весь тот негатив, который есть, но направить его в плюс. В плюс своего тела, организма, красоты. При этом я не советую делать какие-нибудь уколы красоты, эффект может вам не понравиться. Потому что не то самое время для внутренних таких процедур. Это хорошее время для работы над собой, для мотивации, силы воли, для работы над своим позвоночником, своими внутренними границами, выстроить себе план по жизни, что вы хотите. Если вы давно хотели начать заняться планированием, но вы не могли этого сделать, начинайте делать сейчас в этот период с 14 по конец августа самое то, ребят. При этом получится сделать это быстрее, у вас будет такое четкое заземление, вы будете без каких-то эфемерных таких мыслей думать, что как-то вот
я сейчас себя вот замотивирую, когда вот это вот все приземленно, не приземленно, да? Нет, у вас наоборот будет чувство, вы будете четко понимать, почему и для чего вы это делаете, и это не будет какая-то такая мечта приехавшего с какого-то Бали, где-то я там напиталась энергией, я сейчас хочу вот так, да? У вас будет четкое понимание по жизни, что вы хотите, куда вы идете и каким человеком вы хотите стать. Начинайте это делать. Максимальное осознание, конечно же, вот этого аспекта, да, вот этой энергии будет в полнолуние. Полнолуние у нас 19-20 августа. Почему две даты? В одном полушарии это 19, в другом полушарии это уже 20 августа. И да, ребят, полнолуние будет в Водолее, когда у нас откроется вот это внутреннее чувство «я хочу», кем я хочу стать. Да? Здесь немножко тельцов, я бы так сказала, подколбасит, особенно тельцов второй декады. Да? Вот в этот день для вас будет это сложно будет. То есть события для вас будут складываться, это будут те понимания, которые вот другие люди будут вам показывать, вам будут что-то говорить, а вас это будет максимально нервировать. Для тельцов первой и третьей декады это будет просто такое внутреннее ощущение, что так, пора что-то со своей жизнью сделать, пора начать делать то, что я давно хотела, да, и вот как-то вы сами к этому придете более гармонично. У тельцов второй декады эта история будет все-таки такая выводящая из себя, да, то есть друзья будут вам говорить, ну почему ты постоянно здесь как-то себя ведешь не так. Вот друзья, это будет та история, которая будет на горло наступать, и вам будут прямым текстом говорить, а вас это будет злить. Здесь постарайтесь мудро отнестись к советам, не отметать их сразу, что это прям вот ужасные такие советы, совсем не то, что вы хотите слышать. Да, это будет неприятно, но постарайтесь с мудростью это осознать и понять, не делать 100%, как вам говорят сделать, потому что нужно, естественно, все советы, которые даются, нужно применить их на свою жизнь, потому что люди, как правило, которые дают советы, они не ходят в вашей обуви по жизни, да, то есть вы постарайтесь с мудростью на эту историю посмотреть, не оголдело нестись, не делать вот прям сразу я пошел и начинаю делать. Конечно же, это не тельцовская история, но на все вот эти претензии вы, конечно же, прям в лоб вот так посмотрите и постарайтесь не затаить обиду, потому что на момент полнолуния здесь, конечно же, еще Марс будет в квадратуре с Сатурном, а это история того, что захочется, конечно-то, злобу-то затаить. Не таите злобу, не таите обиду, постарайтесь вот все те проблемы, трудности, которые случатся с вами плюс-минус 3 денечка в полнолуние, взять с собой и сделать из минуса в плюс, да, по крайней мере на это будет еще там 10 дней окончания этого месяца, до конца месяца история будет, я не скажу, что будет самая простая и легкая, я не скажу, что эти истории будут как-то расходиться очень быстро, нет, ребята, где-то будет сложновато, но все-таки, дорогие тельцы, скажу вам, что на момент осени, вот я уже эту историю кручу-верчу, да, и скажу, что на самом-то деле здесь и тельцам третьей декады все-таки Плутон перейдет уже в знак зодиака Козерог, да, у нас ретроградный Плутон с мая месяца, он разворачивался, да, кто меня смотрел, Плутон разворачивался 2 мая в знаке Тельца, да, и, ребята, понимаете, вот те тельцы второй декады, о котором я говорила, да, он не в знаке Тельца разворачивался, он очень сильно влиял на тельцов второй декады, я помню все те комментарии, которые вы мне оставляли, и это был такой сложный момент, такой трэшовый, да, вот этот вот разворот. Здесь, ребята, понимаете, что сейчас будет момент, когда Плутон возвращается в Козерог, а значит делает благоприятный трин, это хороший аспект, на тельцовский знак зодиака. Поэтому, да, дорогие тельцы, вот те тельцы, которым было сложно, да, вот можно сказать, невозможно сложно, да, тельцы третьей декады, те, кто родился на стыке тельцов и близнецов, здесь момент того, что у вас появится такая внутренняя мощь и сила для действий, для таких мощных действий, для таких активных действий. Вам захочется вот ретромерк, Венера, Сатурн, вот
Кто-то побоится, а вот кто не побоится, пойдет прям вот в развитие, на этой мощи, на этой энергии. Вы почувствуете эту энергию уже в конце августа, еще до того, как Плутон перейдет в знак Козерога, да, чтобы вот делать вот это, ну, уже будет чувствоваться издалека этот аспект для вас. Вы почувствуете этот запал, мощь, энергию. Ни в коем случае его не теряйте. Он вам очень сильно поможет этой осенью для того, чтобы внедрить вот все свои желания, мысли, хотелки. Потому что такого аспекта больше не будет, благоприятного Плутона, да, в вашей жизни, в нашей, моей, и наших детей, и внуков. Потому что Плутон очень долго делает свой цикл. Да. Но вот у вас сейчас, да, дорогие тельцы, есть вот эта история действий. Действуйте, пожалуйста, не останавливайтесь, не уходите в уныние, потому что захочется впасть в уныние, будет казаться, что не все получается так легко и быстро, потому что Сатурн в оппозиции с Венерой заставляет прям трудиться еще сильнее. И хочется сказать, что в принципе так-то этот год не такой уж и простой, да, у многих этот год уже не просто год, это уже несколько лет, и здесь история того, что нужно, уже хочется устать, да, и сдаться. Нет, ребят, не сдавайтесь, внедряйте, делайте, потому что Телец — это тот знак зодиака, который все-таки делает, который медленно, но верно, по чуть-чуть понимает вот эту маленькую стабильность к улучшению. Да, ребят, вот такой будет август, финальный месяц лета. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях в этом видео. Обязательно указывайте дату, время, место вашего рождения и ваш вопрос, ребят, потому что понимаете, что мы все разные и транзитные карты у всех тельцов разные. Поэтому для того, чтобы максимально посмотреть вашу любовь, отношения, финансы или работу, мне нужны именно эти данные, да. Ну а я желаю вам прекрасного месяца. Спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Самых отважных жду на консультации. В описании канала все ссылочки для того, чтобы со мной связаться, заказать услугу. До конца лета вкусные летние цены, приятные. В сентябре будем работать еще интенсивнее, как говорится. Ну и в конце по классике актуальные ролики. Если вы их еще не видели, посмотрите. Ребят, спасибо, что были здесь. Желаю вам продуктивного месяца, не депрессивного, не сложного, ну даже если сложного, но не невозможного сделать из минуса в плюс. Я уверена, что с вашей продуктивностью, да, и с вашей заземленностью и умением планировать у вас это получится, мои дорогие любимые тельцы. Я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео и увидимся. Пока-пока.